Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Рейс 712 летел из Новосибирска в Хабаровск. Пассажиры уютно устроились на своих местах, ожидая спокойного полета. Погода была ясной, и ничто не предвещало беды. Но внезапно все изменилось. На высоте 10 тысяч метров в кабине пилотов раздался тревожный сигнал. Один из двигателей начал терять мощность. «Командир, двигатель отключается», — сообщил второй пилот. В тот момент стало понятно, самолет не сможет долететь до ближайшего аэропорта. Командир принял тяжелое решение искать место для экстренной посадки. «Уважаемые пассажиры, приготовьтесь к экстренной посадке», — проговорил командир по громкой связи. Самолет стремительно снижался. Пассажиры цеплялись за подлокотники, слышались крики и молитвы. Наконец, пилотам удалось посадить самолет на относительно ровной поляне в глуши сибирской тайги. Крылья задели деревья, но никто не пострадал. Когда все выбрались наружу, стало ясно, они находятся далеко от цивилизации. Ни связи, ни помощи, только бескрайний лес. Командир экипажа решил осмотреть местность вместе с одним из пилотов, чтобы найти воду и разведать обстановку. Пройдя несколько километров через густую чащу, они наткнулись на странное строение. Это был огромный металлический ангар, окруженный высокой колючей проволокой. «Что это за место?» – прошептал второй пилот. Командир молча подошел ближе. Ржавые ворота ангара были приоткрыты. За ними виднелись обломки самолетов, покрытые мхом и грязью. На некоторых еще были видны логотипы авиакомпаний, которые давно исчезли из новостей. «Ты только посмотри, это же Аэророс!» — воскликнул пилот, указывая на обломки самолета, который считался пропавшим 15 лет назад. Это место казалось кладбищем самолетов. Но кто собирал их здесь? И зачем? Внезапно из глубины ангара раздались шаги. Пилоты замерли. Через мгновение из тени вышли несколько человек в черной униформе. Их лица скрывали маски. «Кто вы такие?» — крикнул командир. Но ответа не последовало. Незнакомцы быстро окружили пилотов и без лишних слов повели их внутрь ангара. Внутри все выглядело как сцена из научно-фантастического фильма. Панели управления, мигающие экраны и странные устройства, которых пилоты никогда раньше не видели. «Это секретная база?» – прошептал второй пилот. «Похоже на то», – ответил командир. Их мысли прервал громкий голос. «Вы слишком много видели». Один из людей в масках подошел ближе. В его руке был странный прибор, напоминающий сканер. Он направил его на пилотов, и экран замигал красным. «Вы знаете слишком много», — произнес он холодно. «Но теперь вы станете частью нашей коллекции». Пилоты попытались сопротивляться, но их быстро обездвижили. Командир успел заметить, как один из людей в масках нажимает кнопку на панели. Стена ангара медленно открылась, и перед ними появился огромный зал, заполненный людьми. Они стояли неподвижно, словно статуи, их глаза были закрыты. «Что это за место?» – прошептал второй пилот. «Лаборатория», – ответил один из незнакомцев. «Здесь мы изучаем тех, кто слишком близко подобрался к правде». Командир почувствовал, как его сознание начало затуманиваться. Последнее, что он увидел, это экран с надписью «Проект Тайга. Этап 17». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.